Друзья, приветствую вас! Утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие события произошли, что сегодня ожидать на открытии в части движения по рублю, доллару, евро, нефти, золоту, серебру и по остальным ключевым российским активам. Так, давайте начнем с календарика. Выше недельные запасы сырой нефти по данным API. Здесь отмечается рост небольшой, предполагалось будет снижение, но на фоне того, что произошел рост, мы видим корректирующий откат по нефти. Сейчас мы посмотрим чуть погодя по нефти, куда предполагается движение. Так, ну и сегодня далее данные ВВП Германии. Вот здесь по евро могут быть самые разнообразные варианты. Сейчас мы по графику посмотрим по евро-доллару, куда будет здесь наиболее вероятно движение сегодня в первой половине дня. Далее в 6 часов выступление Пауэлла, продажи нового жилья и запасы сырой нефти. Но сегодня вроде бы событий, казалось бы, не так много, но они очень-очень важные, потому что то, что касается работы экономики Германии и намеков господина Пауэлла, это может кардинально встряхнуть рынки. Так, друзья, давайте на секундочку перейдем к позициям по фьючерсам на российской фондовой бирже. Посмотрим, что здесь, какая диспозиция и куда это может привести сейчас на начале торгов. Так, РТС. Здесь у нас юрики срезали лонги. То есть ожидается небольшой корректирующий откат по РТС, если опираться на эти данные. Опять же, здесь движущая сила роста – это огромное количество шортов у физиков относительно лонгов. То есть это как раз то, что используется для осуществления роста. Сбербанк. Здесь значительно сократили шорты, соответственно по Сбербанку ожидают рост котировок Сбера. Газпром. Ну здесь вот такое достаточно вяленькое ожидание. Скорее всего ставка на консолидацию, хотя в целом позитивная динамика по Газпрому, держится он железобетонно. Вот. Но исходя из вот этой ситуации, соотношения, а также соотношение с позициями физических лиц, с утра скорее всего не будет резкого движения по Газпрому на рост. Но в целом по нему ожидается положительный тренд, по крайней мере внутри дня. Опять же Газпром сейчас постараемся рассмотреть. Так, Норникель, но здесь какая-то просто чудовищная ставка на то, что он будет осыпаться. Так, далее рубль-доллар. Здесь юрики делают ставку на то, что доллар будет проседать, рубль будет расти. Евро-рубль. А вот здесь ситуация обратная. Здесь достаточно уверенная ставка на то, что евро к рублю будет укрепляться. Так, далее евро-доллар, евро-доллар. Здесь ставка на то, что евро будет к доллару расти. Причем ставка такая достаточно ощутимая. Британский фунт. Но здесь тоже ставка на укрепление 1,4. Британский фунт сделал. Теперь речь идет об удержании этой позиции. Если удержится, то хорошо. Новые горизонты откроются. Если не удержится, тогда посмотрим. Далее нефть Brent. Но здесь вот видите, опять пошли игрища. Наверное, прибежал этот самый физик магический, который под Роснефти закупает. Ну, не знаю, ничего тут не могу сейчас сказать. Похоже, но пока как бы более или менее проверенной информации я не располагаю. Здесь ставка на продолжение роста по нефти, но впереди магический уровень 66,6. Скорее всего от него будет какой-то отбой и либо корректирующий откат, либо слом тренда. Но опять же, здесь я не думаю, что какое-то падение будет ужас-ужас. Скорее всего, возможен просто корректирующий откат, например, на 55. Так, серебро, но здесь ставка на то, что серебро будет продолжать расти. Опять же, у серебра очень выгодные позиции, потому что серебро это промежуточное состояние между золотом и медью. По золоту также ставка на рост, но по серебру все-таки более уверенная ставка. Так, природный газ, но здесь раскладка меняется, здесь сейчас делают ставку на то, что по природному газу будет корректирующий откат. Так, друзья, ну давайте посмотрим, что происходит с ковидом. Действительно идет устойчивая динамика на снижение новых случаев, снижение смертности. Все очень хорошо развивается. Единственное, только фактор весны, он постепенно дает о себе знать. И вот весной может произойти отскок и очередной рост.
заболеваемости. Здесь единственное, что может предотвратить, это только процедура вакцинирования, которая протекает достаточно бойко, но пока не настолько бойко, чтобы все это дело оперативно прикрыть распространение коронавируса. По моим подсчетам 9-10 миллионов доз в день надо колоть. Эти дозы должны работать, и тогда в течение 3-6 месяцев эпидемия она прекратится вообще. Вот, на текущий момент немножко скорость прироста спала, но в целом 6 миллионов вполне приемлемо. Здесь просто будет растянуто во времени выход на плато и, соответственно, окончание эпидемии. Опять же, повторюсь, здесь необходимо, чтобы новые штаммы вируса, они не показали свою резистентность к этим вакцинам. Потому что если такое будет происходить, то вот эта цифра, она будет малоэффективна в противодействии распространения. Ну и Соединенные Штаты, здесь опять же немножко темпы спали, но они достаточно приличные остаются. Штаты уверенно движутся к свободе от ковида, и соответственно здесь у них и получается условия, они в части благоприятствования и высвобождения от эпидемии, получается, будут две страны, это Соединенные Штаты и Китай. Но Китай вообще не особо затронул, а Соединенные Штаты из крупных стран будет, получается, самый вакцинированный, ну не считая Израиля, но Израиль не такая крупная страна, там, по-моему, более 70% населения вакцинировали. Вот. И таким образом Соединенные Штаты получают в руки конкурентное преимущество перед Европой. Так, ну вот еще из важных заявлений, ну смотрите, сейчас идет санкционные бадания там по поводу ситуации с Навальным и так далее. На самом деле сейчас в ближайшее время, я так думаю, будет какой-то небольшой передых, несмотря там на грозные заявления и так далее. Я так предполагаю, что бурный возврат к этой теме со стороны консолидированного Запада будет либо во второй половине апреля, либо где-то во второй половине июня. То есть сейчас я делаю ставку на то, что будет, наверное, какое-то послабление. Ну, тема эта будет подниматься, обсуждаться, но реально, скорее всего, никаких действий не будет. И уже само по себе сотрясание воздуха, оно имеет ограниченный срок действия. Поэтому можно сказать, что на этой неделе, ну, по крайней мере, на текущий момент, я думаю, дадут возможность расслабиться. Единственное, только меня смущает ставка по юриков по доллару и по евро по отношению к рублю. То есть по евро там делают ставку на то, что евро к рублю будет достаточно хорошо расти, по крайней мере сегодня. По доллару ситуация обратная. Вот когда возникают такие противоречия, очень часто кроется какой-то маленький черный лебеденок в ближайшее время. Вот. Ну, посмотрим сегодня, как это будет протекать. С точки зрения динамики развития процесса и логики по санкциям, сейчас этот фактор какое-то время должен перестать особо работать до того момента, пока будет предпринято какое-то консолидированное решение и потом действие. Так, вот то, что касается политики ФРС, заявление Пауэлла. Но Пауэлл всех обнадеживает, что будут денежки печатать, несмотря на то, что есть сигналы восстановления экономики. Ну, во многом такие заявления, конечно, делаются для того, чтобы на рынке не было сдувания резких движений. Вот. Конечно, понятное дело, как только появляются первые сигналы, первые звоночки о том, что экономика восстанавливается, начинают уже разрабатывать планы, думать, как действовать для того, чтобы не выдавать излишние деньги, потому что это может привести просто к галопирующей гиперинфляции. И тогда весь экономический рост сойдет на нет. Так, друзья, далее давайте графиком Китай. Китай сегодня хандрит, по нему идет снижение. Ну, снижение достаточно сильное, но опять же, видите, вот здесь есть определенный уровень, определенный диапазон. И пока этот диапазон не пробит, говорить о том, что Китай посыпался, я думаю, преждевременно. Здесь по поводу Китая снова акцентирую внимание, у меня особых иллюзий по нему нету. Многие делают ставку на то, что Китай будет расти, те же там крупные западные гуру, они говорят, что за Китаем будущее. Я думаю, что за ним, конечно, будущее, но в какой-то момент по нему произойдет
как внезапное событие, которое его завалит, причем моментально. Слишком много в нем проблем и нестыковок, которых на самом деле даже нету ни в Европе, ни в США. Плановая экономика, она позволяет до какого-то момента, какого-то времени скрывать накопленные противоречия. Но мы с вами на примере Советского Союза знаем, плановая экономика, она в конечном счете приводит к разбалансировке. Так, далее индекс доллара DXY, дневной таймфрейм. Ну, здесь у нас, по сути, сейчас идет движение в консолидации. Ниже он не пошел, 89,9 не пробил. И на текущий момент, сейчас посмотрим, какие данные по ВВП Германии выйдут. Но пока как бы все указывает на движение в рамках поджатой консолидации 91,5, 89,9. Вот здесь вот этот диапазон. Ну, если мы получаем здесь пробой, то, соответственно, будет движение на ослабление доллара. Но вот текущие реалии указывают на то, что сейчас такой процесс, он маловероятен. Более вероятно движение к вот этой верхней границе, то есть ослабление евро. Однако обращаю внимание, что российские юрики сегодня делают ставку на рост евро против доллара. А по SOTES FTC там позиции спекулянтов таковы, что ожидается просто движение в диапазоне консолидационное. Ну, собственно говоря, то, что мы сейчас на текущий момент наиболее вероятно и будем иметь. Так, далее SP500, он тоже, это SFD на фьючерс, он тоже начинает хандрить, как и китайский индекс. Вот, вчера даже это самое опасное очень движение было, немножко покололи. 3830, но потом вернулись вверх. Здесь вот если этот диапазон удерживается 3830, то по факту вот этой консолидации мы будем еще какое-то время находиться вверху. Вот. Но если здесь поступит пробой сегодня или на этой неделе, то движение, цель которого будет сходить на 3700-3720, оно может очень стремительно произойти. Ну и в любом случае, с моей точки зрения, пока нет пробоя вот этого диапазона, говорить о том, что все рухнуло и начался кризис, я думаю, преждевременно. Так, друзья, далее VIX. Здесь вот были чудеса полета в космос вчера. Вот, но опять же, видите, он ключевые уровни важные не пробил. Немножко он поколол 27 и потом вернулся в тот диапазон, в котором он и должен находиться, до 25. Вот, опять же, здесь вся конструкция по VIX, она указывает на то, что периодически возникает рост волатильности. На самом деле, как бы текущее состояние рынка, оно очень характерно связано вот с этой картиной. То есть периодически идут встряски, рост волатильности, потом позиции фиксируют, возвращаются вот сюда, вот на это донышко. Вопрос только в том, сколько это продлится. Ну, по моим подсчетам, еще вот это вот взлет сейчас в ближайшее время, если не произойдет, то в апреле уже будет очень серьезный взлет волатильности и возможно даже пробой 42 и более сильное движение наверх. Ну а на текущий момент, пока нет пробития устойчивого 27 и потом 30, здесь все движение идет в диапазоне. То есть здесь взаимосвязь с американским индексом, если он пробивает ключевые значения, то этому наиболее вероятно будет предшествовать движение в VIX, которое пробьет 30 и закрепится выше 30. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Ну смотрите, вот здесь небольшой прокольчик был ключевого уровня, но не закрепились. Если в ближайшее время не будет пробоя и закрепления, за которым последует движение на 70 и 75, то вот от этого значения у нас последует коррекционный откат. Первая цель это 60,3, вот сюда вот. И далее, если не удерживаемся здесь, то цель движения будет на 55,2. Для того, чтобы началось это движение на 60,3, необходимо, чтобы здесь у нас произошел пробой 63,2, 63,3. Вот этого значения. Пока как бы текущая ситуация указывает консолидация на хаях на дневном таймфрейме, но эта консолидация в любой момент может привести к сильному движению вниз, ну как минимум вот сюда. Опять же, если все-таки будет задерка, и мы здесь начнем торговаться выше этого значения, это будет указывать на то, что высока вероятность движения на 70 и выше.
Так, далее часовой таймфрейм. Ну смотрите, здесь ситуация достаточно позитивная. Сейчас весьма вероятно отсюда пойдет движение вверх. Цель этого движения будет потестить, возможно остаться на 66.25, вот здесь вот. Соответственно, вот это движение, оно сейчас не получит развития, если будет коррекционный откат и пробитие 64.4. Если такое происходит, то сценарий с движением наверх отменяется, и мы идем корректироваться, и цель движения будет в районе 62.9. Первая цель. Так, друзья, что касается золота, смотрите, вот у золота сейчас попытка разворота, это часовой таймфрейм. Если будет удержан вот этот диапазончик 1805-1806, если его пробитие не возникает, то у нас отсюда сегодня пойдет движение, цель его будет сначала пробить 1816 и потом сходить 1821. Если сейчас возникает пробой 1805-1806 и закрепление, то мы идем вниз, и цель этого движения будет тестирование диапазон 1798-1800. Вот сюда вот. Так, друзья, далее фьючерс РТС. Здесь, в общем-то, разворотная формация у нас возникла. И наиболее вероятно будет движение сейчас на открытие. Цель его будет потестить 144 500, 144, вот этот диапазон. Данный сценарий не сработает, если на открытии возникает импульс пробой 147 тысяч. Если такое происходит, то цель движения у нас находится первая вот здесь, 148 600, и следующая цель 149 300. Вот сюда вот. Так, друзья, далее доллар-рубль. Давайте сегодня для разнообразия посмотрим сишечку. Фьючерс рубль-доллар. Соответственно, часовой таймфрейм, что у нас здесь имеет место быть. На часовом таймфрейме у нас разворотная формация, цель движения по этой разворотной формации находится на 74 700, 74 750, вот сюда вот. Однако, данный сценарий может не сработать. Мы с вами видели по позициям на форсе, что юрики делают ставку на укрепление рубля. Поэтому, если сейчас на открытии пойдет движение и будет пробой 74 350 вот этого диапазона, то у нас разовьется укрепление рубль-доллар. Цель этого движения будет сходить вот сюда на 74 150. Вот. Далее, если здесь возникает дальнейший импульс движения и пробой 74, то в этой ситуации у нас развивается укрепление. Цель его движения будет 73 570. Вот. На самом деле, я думаю, может быть, вот откатом куда-то сюда на сегодня дело ограничится. И плюс на открытии все-таки может быть задерг с целью движения на 74 750. Как бы технически здесь картина, она указывает на то, что вот это движение должно произойти. Но фактически, с учетом того, что нефть достаточно дорога, очередного ужас-ужас по санкциям уже не действует. Вот, юрики сделали ставку на укрепление рубля, то вот я думаю, все-таки более вероятно тестирование и пробой этого значения и задерг хотя бы куда-то сюда вниз. Так, друзья, ну все, основные инструменты. Спасибо за внимание. Постараюсь чуть попозже выпустить акции. Удачных торгов. Счастливо.